министр обороны Резников. Он открыто заявил, что западные страны могут использовать Украину как полигон. Цитата: «Для мировой военной промышленности лучше полигона не придумаешь», говорит он в этом интервью. На этой неделе в Украину США могут поставить кассетные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией. А вот как нам воспринимать слова Резникова, когда он говорит, что Украина – это полигон для западной техники и, в частности, дает добро на поставку подобных запрещенных Очень плохо боеприпасов? воспринимать нужно подобные слова, потому что они по уровню откровенности и цинизма только равняются тем словам его коллеги, американского бывшего коллеги, который сказал, что украинцы делают то грязное дело, которое они там у себя не хотели бы делать. По уровню цинизма иначе эти слова не померяешь, потому что когда такое говорится, что наша страна стала прекрасным полигоном для испытания западных боеприпасов, это значит, что допускается абсолютно спокойная и нормальная гибель и наших людей, и нашей земли. Вот коротко, почему это плохие слова и, по-видимому, очень честные, как относится министр обороны к ситуации, к людям, к Украине, к солдатам, к офицерам. Все просто. Больше, мне кажется, нужно подавать в ваших программах мнение американцев, только других американцев, которые тоже честно рассказывают о том, что происходит в Украине, что с ней случилось и что с ней произойдет в скором будущем. Эти американцы говорят об этом с сожалением, с болью. Вот это делать для того, чтобы все было достаточно понятным и откровенным. Я недавно читал в Нью-Йорк Таймс статью Хааса, это руководитель крупнейшего негосударственного центра международных отношений в Америке. Он советчик всех президентов по международным делам. То есть такой, как Киссинджер, только не Киссинджер. И на вопрос, что ему сейчас не дает спать в это время, какая страна, какая беда, чего он боится, что, по его мнению, пошло не так, он честно: мы, Америка, мы вместо того, чтобы при нашей мощи быть сдерживателем и якорем и не давать миру разбалтываться, мы делаем все для того, чтобы было с точностью наоборот. Дословно в его статье можно прочитать. Вот чем больше будет получаться приводить в эфире умные мысли людей других, тем будет правильнее, потому что тогда наш зритель будет понимать, что мы говорим доказательно, то это точка зрения не только моя или, допустим, ваша, а что это точка зрения, допустим, клана Кеннеди или того же Хааса, или министра иностранных дел Италии, или министра иностранных дел Венгрии, или турецкого президента, ну и так далее. В таком случае будет понятно, что мир-то, оказывается, думает по-другому, не так, как транслирует наша украинская правда, или как выступает тот, кто каждый день выступает, или его апологеты. А мир-то думает по-разному. Если Нью-Йорк Таймс печатает подобные вещи. Нью-Йорк Таймс — это рупор нынешней демократической партии. Короче говоря, Резников сказал правду. Думал ли он о том, что он говорит и как он говорит, не знаю, но он сказал правду. Украина превратилась в полигон для оружейных отстрелов. Все это понимают. Об этом, кстати говоря, было сказано задолго до этой реплики Резникова. Там было сказано в конце того года.